Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события до конца июля. Давайте узнаем, как подсказки карт могут проиграться в нашей жизни с учетом тех планетарных событий, которые происходят у нас в середине июля. И они словно делят, кстати, и нашу жизнь отчасти на период до и после, так и, в принципе, много каких-то, может быть, внезапностей. Это вполне допустимо по разным причинам. И обстановка словно будет на нас влиять, как в информационном поле, так и буквально в каких-то событиях, которые нас окружают, вполне конкретных. Знаете, словно увидеть себя заново в каком-то новом качестве, повернуться, может быть, лицом к своим ожиданиям, своим желаниям, каким-то намерениям, целям. Почему это будет важно? Потому что, наверное, главное событие – это смена кармических лунных узлов, и это происходит на оси Овен-Весы. И если мы говорим, что такое кармические лунные узлы, они еще называются осью дракона. У дракона есть голова и есть хвост. Так вот, как раз направление энергии в сторону головы – это северный узел, или это ассоциируется со знаком Овен. А как бы проигрывающая сила – это хвост. И это знак Весы у нас получается. Что это имеется в виду? Если Овен – это у нас, знаете, это я. Наша какая-то ярко выраженная индивидуальность, отстаивание собственных позиций. Причем с точки зрения «мне все средства хороши для победы, а победители не судят». Вот так. Энергия достаточно горячая и такая импульсивная, которая, знаете, как-то может проходить рывкообразно. Но именно в сторону «я», когда это для всех людей проиграется, когда мы себя словно заново начнем как-то видеть или вспомним о своих желаниях, и хочется настоять на своем в целом. Но вот эта импульсивность где-то в принятии решений может ведь где-то спровоцировать и конфликты. И если мы говорим, что как раз гармония и дипломатия проигрывает, и для вас, видимо, основная задача будет находиться вот в таких энергиях, которые больше свойственны Овну. И если бы прежде вы, где-то себя, чтобы избежать конфликта, задвинули на вторые роли, или вы бы предпочли подождать и увидеть, как будут развиваться события. А здесь нам придется научиться быть в гуще этих событий и отстаивать собственные интересы. Дипломатия все равно будет востребована, безусловно, особенно, наверное, в какой-то патовой ситуации или в сложных ситуациях, потому что не бывает у нас все однозначно. Если все захотят добиваться чего-то своего личного, да, то тогда у нас будет я и я. А мы, где же тогда, по крайней мере, в личной жизни это проигрывается наверняка. Все же вопросы взаимодействия остаются, мы живем в обществе. И поэтому наши личные амбиции, их просто надо будет умело подавать. Но это будет более такая напористая, повторюсь, энергия, и смена этих кармических узлов, которые происходят 18 июля, словно открывают дальнейшие еще перемены. Дело в том, что у нас сейчас Венера, ваша планета-управитель, она находится в знаке Льва, и вот 23 июля она меняет свое движение на ретроградное. Могут вернуться какие-то ситуации с прошлого, может быть, нам предлагая какие-то новые варианты решений. Или, может быть, нам нужно сыграть последний аккорд, что-то завершить окончательно, чтобы больше к этому не возвращаться. Или, может быть, оформить документы. Но определенно какая-то ситуация у нас может повториться. И не для того, чтобы мы как будто заново что-то начали, да, восстанавливать и так далее. Нет, а это для того, чтобы мы уже какие-то выводы делали. И дальше мы говорим о том, что Солнце 19 числа, точнее 22, но это будет проигрываться немножко раньше, может даже за неделю. Так вот, Солнце входит в знак Льва, в свою обитель, можно сказать, потому что Солнце – это управитель Льва. И это, опять же, энергия страстная, горячая. Но к ней еще и присоединяется к этой энергии черная луна,
к Солнцу. То есть, точнее, будет вот такое сочетание, когда какая-то импульсивность может быть дополнена тем, что было какое-то время скрыто. Что такое черная луна или лилит? Это своего рода зазеркалье. Это вообще даже не планета. Это отдаленная, самая далекая точка орбиты Луны. Но каким-то образом она, это уже доказано, она влияет на всех нас. И в эти моменты, когда каким-то образом выстраивается конфигурация по отношению к другим планетам, возникают те, наверное, вопросы, которые были какое-то время словно в тени. Или какая-то тайна, она становится явью. И здесь может быть, знаете, как внезапное какое-то событие может прийти на наш порог, или мы можем узнать о том, что с учетом еще добавок какой-то агрессивной энергии и овна, да плюс горячая энергия льва, здесь могут быть такие масштабные события, которые вообще меняют какую-то конфигурацию мира или обстановки вокруг нас. Поэтому будьте внимательны, где-то собой не стоит определенно рисковать. Понимаете, наверное, то, что нам придется отстраивать новую реальность в каких-то новых условиях. И это будет позиция не когда мы ждем, когда придет более спокойное время. Нет, нам придется жить по новым правилам игры и научиться плавать вот в этом неспокойном море турбулентности и каких-то вихрей. И 23 июля также к Меркурию у нас присоединится опять же та же самая черная луна или лилит. И в чем это может выражаться? Меркурий у нас отвечает за общение. Стало быть, какие-то фейки, какая-то ложная информация, искажение настоящей каких-то событий. С другой стороны, Меркурий — это у нас все средства, которые в информационном поле есть, но и где-то это и мессенджеры, это где-то электронные системы расчета, и поэтому нужно быть внимательным дважды. Могут активизироваться мошенники. Есть опасность слить буквально деньги или потратить на то, что не нужно, а в последующем, ну, так горько пожалеть. Поэтому в плане финансов есть риск неправильных каких-то вложений. Поэтому финансовая безопасность, она тоже должна быть у нас в центре внимания. И вот такой турбулентный период, который будет продолжаться до конца где-то года, может быть, не совсем в таком остром акценте, но там будут другие планетарные события, и поэтому в целом ждать, что до конца года где-то успокоится ситуация, обстановка, вот нам не приходится. Поэтому научиться быть в совершенно новых энергиях. Вот, наверное, такая задача. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Вот как раз период этих планетарных событий я хотела бы посмотреть на картах Таро. Думаю, вам будет интересно. Если вы призовете свою интуицию, то как раз шестое чувство. И карты Таро как метафорический образ, плюс та обстановка, она у каждого своя. И то, что вы хотите осуществить, вот дадут какую-то вам как подсказку или совет. Давайте узнаем. И первая карта у нас будет называться «Что придет в мою жизнь?» Вот в июле именно, вторая половина июля. А что уйдет? Или, может быть, завершится? Чем дело кончится? А чем сердце успокоится? Что от меня скрыто? Давайте достанем такую карту. И если мы говорим про события, мы достанем 3 карты. Может быть, это будут 3 события, а может быть, это одно какое-то событие с несколькими составляющими. Итак, что придет в мою жизнь? Известие какое-то может прийти. Причем то известие, которое нас заставляет как раз увидеть какую-то реальность и действовать, исходя из того, что есть по факту. По этой карте это все-таки туз мечей. Меч у нас показан обоюдоострый, как будто рассекает воздух, и вполне вероятно мы от чего-то откажемся. Предполагается, что у нас не будет какого-то альтернативного варианта, или мы примем какое-то очень важное решение. Вполне вероятно, это будет исходить из того, какая обстановка сейчас вокруг вас. Или это может быть, знаете, какое-то масштабное даже заявление, это не совсем про личную жизнь, но есть что-то, что может послужить побудительным мотивом к тому, что я теперь буду делать или действовать как-то совершенно по-другому.
У нас изображен меч, и это где-то ментальность, это интеллект, это как раз ваша сильная сторона, когда правильно оценить, повторяюсь, обстановку и раз и навсегда, может быть, для себя принять решение, даже если какой-то период вы сомневались. Так вот, как говорят, лучше один раз попробовать, чем 100 лет сомневаться. Вот здесь вы на что-то как будто можете решиться, но побудительным мотивом либо будет какая-то информация или новость, или обстоятельства вас к этому где-то могут подтолкнуть. А что уйдет? Ну вот точно, вот сомнения уйдут. Видимо, будет какая-то реальность, мои дорогие весы, когда, знаете, она не оставит вам каких-то сомнений в принципе. Когда вы поймете, елки-палки, вот оно, может быть, какое-то время уже, вот реальность, она такова, а я все в каких-то там размышлениях. И тут придется быстро действовать, вам придется быть совершенно в других энергиях. Здесь, если мы говорим, что закончится, буквально у кого-то бессонница закончится, у кого-то закончатся какие-то страхи, потому что реальность вас заставит увидеть, что происходит по факту. И это, знаете, как избавление будет от каких-то, ну, может быть, разочарований сразу, от ненужных мыслей, от вот этой вот глубокой философии на мелком месте, а для кого-то буквально это будет улучшиться сон. Или это, в принципе, карта называется ночного кошмара. Это может еще свидетельствовать о том, что вы займете, мои дорогие весы, более активную позицию. Вот какую-то социальную еще, может быть, вам будет предложено, ведь это может быть и работа какая-то новая, или какой-то новый вид деятельности, и вы словно расцветете в этом. Вот и не будет просто места, и да вроде как и не нужно будет что-то переосмыслять, рассуждать, да, или там чего-то ждать. Нет, тут надо будет действовать и видеть, что вообще на самом деле происходит. Чем дело кончится, давайте мы узнаем. Но дело точно не кончится, и нам придется подстраиваться под те события, которые есть. Нам придется работать с той информацией, которая есть. Нам придется прислушаться к интуиции и понимать, что нет пока какого-то завершения. И есть постоянное развитие, но сама по себе ситуация, она не прояснилась. Она конкретная, какая-то еще, ну, мутновато темная. Пройдет какое-то время, и все станет по местам. Но вот сейчас какой-то риск должен быть исключен. Дело закончится, может, ну, не совсем в плане закончится совсем, завершаем мы что-то, но мы приходим как будто к выводу, что нам сейчас как рисковать, во-первых, с собой нельзя и совершить какую-то оплошность, так и ждать как будто уже нечего. Нам нужно действовать, даже в тех условиях, которые нам пока непонятны. Это то состояние, что мы как будто исследуем новую землю без карты, хотя земля-то может быть знакомая, и обстановка знакомая, но значит обстоятельства могут быть в жизни таковы, что что-то меняется. Правда? Игра, как будто жизни нас может с одной стороны завораживать, а с другой стороны это не оставляет времени для грустных мыслей. Есть по этой карте очень хорошее значение, как проигрывается хорошо эта карта в личной жизни. Это тепло домашнего очага, это искренне любимые наши люди, которые нас воспринимают такими, какими мы есть, не пытаются нас переделать, как-то перекроить, исправить, воспитывать. То есть это какие-то, ну, знаете, такие добрые отношения, где нам хорошо, где отдыхает наша душа. Или буквально это наш дом, где мы сами отдыхаем, то место релакса и комфорта, где мы чувствуем себя как и в безопасности, так и можем словно перевести дух, если очень устали или обстановка вокруг напряженная. Это, по сути, мой дом, моя крепость. Вот со знаком плюс карта Луна именно так проигрывается. Но она нас где-то предупреждает, это старший аркан, чтобы мы избегали мест скопления людей. Буквально, когда толпа собирается, и есть такое выражение «меня несет толпа», тогда мы не управляем собой, а нами вот именно эта толпа уже руководит. И в этом месте может быть наша зона риска, поэтому нам в другую сторону. Вот примите это во внимание. Потому что мы куда-то можем поспешить, поторопиться. Или, когда мы не владеем какой-то ситуацией, можем совершить оплошность. Не говорит эта карта, что это какая-то глобальная ошибка, но какую-то мелочь,
как будто мы сделать не так, а потом сожалеть. Вот мы можем, вот это значение тоже есть. Поэтому вы отстраиваете, словно, мои дорогие весы, новую какую-то либо практику, либо стратегию и тактику. Вы себя на себя словно примеряете, ну, новые способы взаимодействия с миром. И пока вы для себя что-то еще, какой-то фарватер не нашли, торопиться определенно не стоит. Чем сердце успокоится? Каким-то новым проектом. Может быть, это новая работа. Или по этой карте мы можем начать даже бизнес. Или себя в каком-то ремесле. И сердце, видимо, успокаивается, потому что мы будем вдохновлены этим процессом определенно. И по этой карте, знаете, это то ощущение, когда я сейчас чувствую, что я начинаю какое-то дело, или, может быть, начала недавно, или начал, а впереди меня ждут. Как и достаточно такие светлые, хорошие перспективы и плюс финансовое процветание. Но самое главное — быть настойчивым по этой карте. Сердце успокоится, если мы выберем действительно какое-то правильное направление и дальше не будем больше сомневаться. Вот тогда нам будет все больше определено. Для нас наступит какой-то период больше стабильности, ясности. Мы будем понимать лучше, как себя позиционировать в обществе, что ожидать от людей. От них-то вообще ничего не надо ожидать. Но, по крайней мере, в отношениях каких-то межличностных от этого ведь мы никуда не уйдем, мы живем среди людей. Ну вот такие, казалось бы, самые простые вопросы, что делать и в каком направлении идти. Вот этим, по крайней мере, успокаивается сердце. Мы точно знаем свой фарватер, по которому мы представляем свой путь наверх. Что от меня скрыто? Вы себя еще не знаете так хорошо, как должно. Карта силы, карта великого манипулятора или карта серого кардинала. Вот у вас, мои дорогие весы, вот такая энергетика. И, видимо, вот эти лунные узлы кармические, не случайно они и называются кармические. Что такое карма? Это значит какой-то, знаете, опыт, словно мы в жизни проходили несколько раз. Вот мы говорим по судьбе или по карме. Это одна ситуация была в нашей жизни, а потом подобная, может быть, ситуация у нас повторяется, мы думаем, ну вот похоже вроде как на дежавю, но может быть люди другие, обстановка другая, но вот такое впечатление, что я уже с этим где-то сталкивался. Это и есть вот тот урок жизни, который мы когда-то, может быть, ну, неправильно прошли. Или надо было сделать какой-то другой вывод, а мы отступили. Или, может быть, надо было настоять на своем, а мы так это немножко стушевались. Или, может быть, надо было использовать другой метод, а мы тоже подействовали как-то, ну, не так. И в итоге нам Вселенная будет преподносить один и тот же урок в разных вариантах, пока мы не сдадим этот экзамен жизни. И вот по карте сила вы должны познакомиться, словно узнать себя, заново свою собственную силу. И почему я говорю про кармические лунные узлы? У вас сейчас наступает тот период, когда вы должны повернуться практически не просто это слова, а, знаете, проанализировать, может быть, с детства даже свою жизнь, а чего бы я хотел или хотела, какое качество жизни, о чем я вообще мечтал, так ли я себе представляла свою жизнь когда-то, может быть, годы раньше. А потом как-то все пошло не так, все пошло криво, или, ну, какие-то обстоятельства присоединились. На обстоятельства-то мы не влияем, а вот себя мы как раз можем вести по-разному в этих обстоятельствах. Иногда ведь совершенно патовые, жуткие ситуации для нас каким-то импульсом служат для того, чтобы мы начали менять свою жизнь, правда? А в последующем мы понимаем, что иногда не было бы счастья, да несчастье помогло. И такое правило в жизни никто тоже не отменял. Поэтому, если мы говорим, что от меня скрыто, от вас скрыты собственные силы. Что вы, вот эта карта имеет энергетику как маг, волшебник, или в этой колоде эта карта алхимика называется, когда подвластны все стихии. Вот у вас такие энергии. Но вам, видимо,
на смену Овну, да, если Овен, он не сомневается, он знает, что ему никто не придет на помощь, что он может рассчитывать только сам на себя, и он идет на пролом, он готов всегда к борьбе. Вот нам где-то в этом направлении понять, что у нас достаточно сил на любую победу. Все зависит от того, что мы ставим для себя в приоритете. К примеру, стать медийным человеком. Среди вас очень много творческих людей. Или, может быть, вот этот какой-то творческий проект, посыл, вам всегда хотелось этим заниматься, но вы так себя на вторые роли, потому что много важных дел каких-то, много обязанностей. И вот мы себя все время отодвигаем на второй план, отодвигаем. В итоге, когда же наступит это потом? И вот теперь со сменой кармических узлов, мои дорогие весы, вы как раз будете чувствовать, да елки-палки, надоело. Теперь я сама у себя на первом месте. И это будет здорово, потому что что-то вы такое можете совершить уникальное. И если мы говорим, энергия Овна, она такая напористая, а ваша она такая более элегантная, она больше интеллектуальная, она более гармоничная. Вот вам вот эту гармонию нужно внести в какой-то мир хаоса, суматохи, искаженной информации и каких-то бесконечных перемен. Вот вы, видимо, пришли, мои дорогие весы, в этот мир для того, чтобы сделать его более красивее, более правильнее, более гармоничнее. И в последующем вы всех будете учить жить в таких энергиях, потому что для жизни они, на самом деле, они более правильные, они более физиологичные, потому что, повторяюсь, мы живем среди людей в обществе. Давайте мы узнаем, каковы же у нас события. Правда, карта Музы для тех, кто занимается творчеством. Прекрасное время. Значит, будет у вас какая-то возможность, чтобы осуществить ваш проект. Или это новая идея какая-то у вас может быть, и вы начнете, буквально воплощать что-то в жизнь. Для тех, кто, не занят, допустим, творчеством, все равно муза– это вдохновение, чем-то заняться новым. И, знаете, оно у вас должно прийти на смену апатии, вот так же, наверное, как это решение, которое по тузу мечей приходит на смену каким-то страхам, сомнениям, так и здесь вдохновение к вам приходит на смену апатии. И если мы говорим тройка Пентаклей, это карта прохождения жизненного экзамена. Вот это я то, что по карте сила вам рассказывала. Вот тот самый кармический урок, который должен быть осуществлен. Это переход из одного состояния в другое. Да, называет карта ученика. Здесь нам показан адепт, который закрыл глаза, он себя представляет в ином качестве жизни. Может быть, даже совершенно в другой местности. И он в себе не сомневается, он знает, что у него получится. Он сдаст сейчас этот экзамен и отправится в прекрасное будущее. Вот вы в себе не должны сомневаться, но как будто какой-то гештальт вам придется все-таки в июле закрыть. И это будет касаться вашего какого-то очень важного решения. Или когда мы поставим себя на первое место. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы и любимы всегда.